Гиены пришли за кровью, хотя в их голодных глазах горел не столько яростный инстинкт убийства, сколько изматывающее отчаяние долгой засухи. 6 крупных гиен, поджарых, сильных, с желтыми глазами, которые, казалось, отражали жаркую пустоту над саванной, медленно сомкнули полукруг вокруг маленького детеныша шимпанзе по имени Нали. Хищники не спешили, их шаги были плавными, почти ленивыми, но каждая лапа опускалась с точностью охотника, уверенного в том, что добыча не уйдет. Нали дрожала, не от холода, от одиночества и внезапного понимания, что вокруг нет ни одного знакомого голоса, ни одного взрослого, ни матери, ни брата, никого из ее большого шумного отряда, который ушел за плодами глубже в заросли. Все началось с того, что утро было наполнено спокойствием. Солнце поднималось медленно, окутывая саванну мягким золотым светом, птицы перекликались, бегали маленькие антилопы, шуршали листья под ногами животных, и казалось, что опасность еще спит. Взрослые шимпанзе собирали сладкие вкусные плоды марулы, перебрасывались криками, а малыши играли в догонялки, цепляясь за лианы и хохоча от каждого прыжка. Но Нали увидела огромную бабочку с переливчатыми, почти стеклянными крыльями, которая парила над травой так легко, будто была частью света. Завороженная малышка побежала за ней все дальше, то наклоняясь, то подпрыгивая, вытягивая руки, и совсем не заметила, как звуки ее семьи растворились, будто лес решил укрыть ее от них. Когда бабочка исчезла, она остановилась, подняла голову и впервые заметила, что тишина вокруг стала неестественно плотной, будто даже ветер боялся шелохнуться. Затем, словно удар, раздался низкий хриплый рык, затем второй, третий, и 6 гиен вышли из высокой травы, двигаясь синхронно, как будто читали мысли друг друга. Их хвосты слегка подрагивали, уши были прижаты, а мышцы вздрагивали от напряжения. Нали попыталась отступить, но земля казалась слишком мягкой. Колени подгибались, а глаза наполнились слезами, и когда одна из гиен наклонилась так близко, что ее горячее тяжелое дыхание коснулось лица малышу, казалось, что надеяться уже не на что. И именно в этот миг, когда опасность стала почти осязаемой, воздух прорезал сокрушительный лай, такой мощный, что птицы взлетели с ближайшего дерева, а гиены замерли, повернув головы. Из-за зарослей вылетел золотистый ретривер Лаиро, пес, живший на исследовательской станции неподалеку, который часто гулял в этих местах и давно знал запахи саванны так же хорошо, как ученые знали записи в своих журналах. Его шерсть сияла огнем под солнцем, но сейчас была поднята на загривке, глаза метали искры решимости, а грудь вздымалась от напряженного дыхания. Он встал между Нали и гиенами, словно сама земля подняла перед ней живую стену. Лаиро не лаял бездумно. Его рык был низким, уверенным, он вибрировал в воздухе, заставляя стаю сомневаться. Однако голод — сильный противник, и 2 гиены решились на бросок. Одна прыгнула с левой стороны, другая метнулась к Нали, пытаясь обойти собаку. Лаиро взлетел в воздух почти вертикально, ударил первой гиене плечом, сбив ее всей своей массой, а затем повернулся так быстро, будто был не собакой, а диким зверем, и встал перед второй, издав такой рык, что у хищницы дрогнули задние лапы. Все происходило стремительно, и в этот миг Нали, инстинктивно понимая, что рядом единственная защита, протянула руки, ухватилась за густую шерсть Лаиро на шее, и он присел ровно настолько, чтобы она смогла удержаться, после чего сорвался с места, унося ее прочь от смертельного кольца. За ними взвыла вся стая, и погоня началась. Саванна взорвалась шумом. Лаиро прыгал через кочки, обходил острые камни, нырял в участки высокой травы, чувствуя, как гиены дышат ему в спину, но он не останавливался ни на мгновение. Нали крепко держалась, прижимаясь лицом к его теплому меху,
чувствуя, как его мышцы работают под ней, и слышала бешеный стук его сердца, которое билось за двоих. Одна из гиен попыталась ударить сбоку, но Лаира подбросил пыль задней лапой, закрыв ей обзор, и та промахнулась. Другая почти догнала, но пес, собрав все силы, рванул вперед еще быстрее, будто сам воздух толкал его. Трава вокруг становилась ниже, и вскоре впереди появилась полоса густых деревьев, где живут леопарды, где тени режут путь, а гиены, несмотря на свою смелость, редко рискуют заходить. Лаиро влетел под тень деревьев, и рычание позади стихло. Преследователи остановились, боясь пересечь границу. Он остановился только тогда, когда убедился, что погони больше нет. Дыша тяжело, он осторожно присел, позволяя Нали спуститься. Она впервые за все время осмелилась открыть глаза и увидела мягкий зеленый свет под кронами, услышала шум листвы, крики птиц, а главное — почувствовала безопасность. Они двинулись медленнее, пока вдруг не раздался крик, пронзительный и полный отчаяния. Почти сразу из густых кустов выскочила мать Нали. Шерсть на ее спине стояла дыбом от ужаса, глаза блестели слезами. Она подхватила дочь, осмотрела каждую конечность, каждый миллиметр кожи, дрожа всем телом, пока не убедилась, что малышка жива и здорова. Потом она подняла взгляд на Лаира, взгляд, в котором было все: страх, облегчение, уважение, благодарность. На мгновение между ними повисло молчание, которое было гораздо громче любых слов. Мать чуть наклонила голову, медленно и глубоко вкладывая в этот жест признание того, что именно этот пес спас самое ценное, что у нее есть. Лаира моргнул, тихо фыркнул, будто говоря, что этого достаточно, и, не требуя благодарности, повернулся и пошел обратно к солнечной траве, исчезая среди ее волн. Он ушел так тихо, будто и не было ни погони, ни битвы, ни опасности. Лишь след золотистой шерсти, который ветер вскоре развеял. Но в памяти Нали, ее матери и всей саванны навсегда осталось одно. Есть герои, которые не спрашивают, зачем спасают, и не ждут награды. Их сила проявляется только тогда, когда слабым требуется защита, и именно в таких мгновениях раскрывается настоящая, глубокая, бескорыстная храбрость. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.